Приветствую всех на канале Ярилкин Сундучок. У нас есть две ножки, и сегодня продолжение мастер-класса по созданию куколки. Сегодня мы будем соединять вот эти вот ножки. Значит, у нас есть левая, правая. Не по самим ножкам, они у нас одинаковые, просто по тому, как мы закончили наши ножки вязать. Теперь, значит, смотрите. Соединять ножки мы будем 3 воздушными петлями. Вот здесь вот. Как все происходит? Сейчас мы наберем здесь 3 воздушные петли, подсоединимся к этой ножке, провяжем 24 столбика без накида по ножке, по левой. Потом 3 столбика без накида провяжем по воздушным петлям. 24 столбика провяжем по следующей ножке. Такие же 3 столбика без накида мы провяжем по другим половинкам 3 воздушных петель и поставим здесь маркер. Маркер у нас поставится сзади наших ножек. Ну что ж, так, и ниточки эти те же самые, но они нам сейчас не нужны. И добавляются ниточки. Я буду вязать трусики белого цвета. Это те же самые ниточки у меня Alize Cotton Gold. И это обычный белый цвет, 55 номер. Крючок тот же самый у меня, 1,5 миллиметра. Вот, поэтому начинаем. Так, подсоединяем белую ниточку. Вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И подсоединяем ножку в ту петельку, где мы остановились. И провязываем столбик без накида. Это уже будет у нас первый столбик на ножке. У нас 24 столбика на этой ножке. Вяжем и считаем. Теперь мы должны провязать по вот этой вот нашей цепочке из 3 воздушных петель 3 петельки. Так. То есть 3 столбика без накида. Так. И вот третья. Сделали 3 петельки по нашей воздушной цепочке. И теперь вяжем далее 24 столбика по следующей другой ножке. Двадцать три и 24. И здесь мы подошли опять к нашей цепочке из 3 воздушных петелек. И здесь за другие половинки мы тоже должны провязать
3 столбика без накида. Вот так вот. Раз. Два. И вот здесь у нас 3. Так, смотрите, мы сейчас эти ниточки, то, что мы соединяли, мы их завяжем и уберем, чтобы они нам не мешали. Смотрите, мы соединили ножки. Вот. Сейчас поставим здесь маркер. Вот я, как всегда, ставлю ниточку. И будем вязать по кругу. Это у нас уже будут вязаться трусики. Смотрите, контролируем. У нас должно быть 54 петельки по кругу. Правильно? Вот тут вот 54 петельки по кругу. Сейчас у нас главная задача связать трусики. То есть мы с 2 по 11 ряд вяжем белым цветом трусики 10 рядов. И заодно ничего мы не меняем. И заодно проконтролируем, чтобы у нас было четко по ножкам 24 петельки, переходные 3 петельки. Ну, там получается 6, потому что с двух сторон. И 24 петельки на другой ножке. Итого 54 петли. Значит, вяжем, проверяем, как у нас все здесь получается. Поставили маркер в конце 3 столбиков без накида по петелькам воздушной цепочки. Вот смотрите, мы с вами провязали первый ряд из ряда, ну, из ряда трусиков. То есть первый ряд это у нас было соединение, второй ряд мы провязали контрольный, проверили, что у нас 54 петельки. То есть, чтобы у вас сошлось, вот здесь у нас 24, здесь 3, здесь 24 и здесь 3. 54 петельки, правильно? Правильно. Все, теперь, значит, смотрите, это 2 ряда готовы. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 мы вяжем без изменения белым цветом 54 столбика без накида в рядах. Давайте будем вязать. Вы вяжите, я вяжу по кругу. Мы проконтролировали петельки, теперь можем продолжать работу. Смотрите, провязали мы штанишки, трусики такие вот у нас уже есть с ножками. Объединили мы наши ножки, провязали 11 рядов, и в 12 ряду мы сейчас будем делать смена цвета нити. То есть мы уходим от нашего белого и возвращаемся к нашему телесному цвету. Вот. И смотрите, что мы еще здесь сделаем. Мы не просто сменим нить, а мы будем вязать за задние половинки наших полупетелек. То есть мы сейчас
Смотрите, как будем делать. Вот у меня тут маркер. Я до маркера сейчас поменяю уже. Я беру, вот, смотрите, вот у нас две половинки. Наша петелька. И вот у нас две полупетельки. Вот мы будем брать за задние. Я так и цвет меняю. Сейчас вот так. И провязываю я уже нашим телесным цветом. Вот так вот. И далее уже после маркера у нас будет идти телесный цвет. Смотрите, вот видите, да, вот наша полупетелька. Вот мы за заднюю так вот хватаем и вяжем обыкновенный столбик без накида. За заднюю захватываем и провязываем наш столбик без накида. Вот смотрите, вот так вот. Видите, здесь получается мы как бы отодвигаем наше тело от трусиков. Создается такая вот имитация, что трусики одеты. И мы потом за вот эти вот петельки, которые вот тут вот остаются, видите, вот эти полупетельки, мы сделаем обвязку трусиков, как бы имитация края трусиков, резиночка. Поэтому сейчас мы по кругу вяжем 54 столбика без накида за задние полупетли. Это у нас будет 12 ряд. А 13 ряд провяжем обычными столбиками без накида, тоже 54 столбика без накида. Значит, вяжем сейчас 2 ряда. Первый ряд вот мы будем вязать за задние полупетли 54 столбика без накида. И следующий 13 ряд мы просто провяжем 54 столбика без накида. Провязали мы уже 13 рядов. Связаны у нас ножки, трусики. И мы уже перешли на тело. Теперь смотрите, у нас тут происходит вот смещение маркера, да? Оно у нас должно оставаться вот на вот этой линии. Поэтому давайте мы вернем наше положение маркера. Вот как мы сейчас там буквально вот так вот смотрим. И еще 3 петельки смещения надо сделать. Ставим наш маркер назад. Вот теперь мы там, где и были. И сейчас, смотрите, у нас будут ряд убавок по бокам. То есть мы будем сужать туловище. Вяжем сейчас 11 столбиков без накида, делаем убавку. Потом по переду вяжем 25 столбиков без накида, делаем убавку. И 14 столбиков довязываем до маркера. Вот. Начинаем. Сейчас вяжем до убавки. Десять и 11. 11 мы провязали и делаем убавочку. Убавка у нас за передние полупетли. 2 петельки подряд хватаем и провязываем столбик без накида. Далее вяжем 25 столбиков без накида. 24 и 25. Вот мы пришли ко второй убавочке. То же самое. За 2 полупетельки провязали. И довязываем до маркера 14 столбиков без накида.
13 и 14. Это мы с вами связали 14 ряд. У нас теперь 52 столбика без накида в работе. 15 и 16 ряд вяжем 52 столбика без накида без изменений. То есть подряд 2 ряда вяжем без изменений 52 столбика. Вяжем самостоятельно. 17 ряд у нас идет с убавками. И опять у нас убавки идут по бокам. Вот тут вот. То есть мы сужаем наше туловище. Начинаем мы с 10 столбиков без накида. Делаем 10 столбиков без накида. Девять и 10. Вот пришли на бочок и делаем здесь убавочку. Сделали убавочку и далее вяжем 24 столбика без накида по передней части туловища. Двадцать 24. Это мы подошли ко второй убавочке. Вот тоже вот она у нас идет сбоку. Сделали убавку и довязываем 14 столбиков без накида. Довязываем с последней петельки, оставшиеся до маркера. Так, провязали мы наш 17 ряд, сделали по бокам убавочки. Теперь у нас в работе 50 столбиков без накида, и мы 18 и 19 ряды вяжем по 50 столбиков без накида. Давайте вяжем самостоятельно. Вот у нас уже столько провязано. Далее мы будем вязать 20 ряд, и у нас опять точно такие же идут убавочки по бокам. То есть смотрите, что мы делаем. 20 ряд вяжем 10 столбиков без накида до нашего бочка. Теперь делаем убавку. И по передней части туловища провязываем 24 столбика без накида до следующей убавочки. Вяжем. Двадцать 24. И мы подошли к нашей второй боковой убавочке. Далее довязываем 12 столбиков без накида до нашего маркера. Вот, довязали. Мы с вами сейчас связали 20 ряд. У нас было 2 убавки, поэтому у нас сейчас в работе 48 столбиков без накида. 21 и 22 ряд мы с вами провязываем без изменений и встречаемся в 23 ряду. Вяжем 2 ряда самостоятельно. Провязали мы с вами 22 ряда. Сейчас у нас в работе 48 столбиков без накида. И 23 ряд у нас будет круговая убавка. То есть мы будем убавлять наши петельки
блоками. Какими блоками? 10 столбиков без накида убавка. И таких блоков будет 4. То есть, смотрите, как мы делаем. Мы вяжем 10 столбиков. Десять. И делаем убавку. И далее мы снова вяжем 10 столбиков. Десять. И будет вторая убавка. И далее, и далее продолжаем точно так же. Еще будет 2 убавочки до маркера. Вяжем. И последняя убавочка. Так, мы провязали 23 ряда. Сделали убавки по бокам. У нас сейчас в ряду 44 столбика без накида. Сейчас 24, 25, 26 ряды мы вяжем без изменений 44 столбика без накида. Когда мы провяжем эти ряды, то есть провяжем 26 рядов, у нас будет ввязывание ручек. Поэтому давайте вяжем 3 ряда самостоятельно, готовим ручки, и уже можно потихонечку набивать тело, чтобы нам было удобнее работать, удобнее было и видно, куда и как ввязывать ручки. Так что давайте вяжем самостоятельно и встречаемся. Мы связали 26 рядов, соединили ножки с телом. Вот, смотрите, вот так вот получается. Даже вот, видите, ставлю, и оно у меня стоит. Когда голову присоединим, может, уже так уверенно и не будет стоять. Голова все-таки у нас пышная получается. Ну, вот так вот, видите, все соблюдается у нас. Вся симметрия. Ножки действительно стоячие такие вот. Хорошо, что мы теперь делаем дальше? Сейчас мы дошли до того момента, когда надо ввязывать ручки. То есть туловище у нас есть и довязано до того момента, когда ручки ввязывать. Ручки у нас есть тоже. Мы их связали таким образом, чтобы вот эти вот петельки у нас прилегали здесь к туловищу. Пальчики будут смотреть вперед. И мы будем вот так вот их подсоединять. Вот. Теперь смотрите... Нам надо сделать разбивку. Я вот уже подготовила. Вот у нас остался тут маркер. Теперь смотрите, что мы делаем. Специально я отделила, чтобы было более понятно. То есть от маркера мы вяжем 10 петель. Потом я отделила 4 петельки, которые мы будем вязать совместно тело с ручкой. Потом у нас будет 17 петель по телу. Снова 4 петельки будут ручка и тело. И до маркера у нас здесь останется 9 столбиков без накида. Это у нас будет 27 ряд. Начинаем 27 ряд с 10 столбиков без накида. Вяжем 10 столбиков без накида. Это у нас по спинке вяжем. Девять и 10. Вот мы дошли до отметок маркеру, где мы будем ввязывать ручки. Можно уже эти маркеры убрать. И берем ручку
Самое главное не спутать. Нам нужно брать левую ручку пальчиком вперед. И мы сейчас будем, смотрите, захватывать 4 петельки на ручке. Вот так вот делаем пополам, чтобы мы ее видели вот так вот плоско. И смотрим, где наши тут 4 петельки. Как раз вот эта вот петелька, которая вот у нас здесь, как заканчивали мы ряд, и будем ее сейчас прятать внутрь. Вот она у нас получается третий. Значит, берем здесь петлю и берем петельку на туловище нашем. Хорошо так подтягиваем и провязываем. У нас первая. Теперь у нас берем вторую и вторую по телу, протягиваем ниточку и провязываем столбик без накида. Теперь у нас третья петелька и третья по телу. Протягиваем и провязываем. И четвертая по телу, четвертая, и провязываем. Вот мы ввязали нашу ручку, смотрим, как мы ее тут вязали. Вот видите, да? Теперь по телу, вот один маркер у меня выпал. Ладно, 4, вот, ну, это такое дело. Значит, по телу спереди мы сейчас провяжем 17 столбиков без накида. Так, это у нас петелька занята, значит, вяжем 14, вяжем 17 столбиков без накида. Вот 16 и 17. Так, все, маркеры мы убираем. Так, берем нашу ручку, смотрим, тоже вот так вот определяем, пополам делаем. Вот 4 петельки выделяем. И вот взяли, берем, подтягиваем хорошо, чтобы у нас не было никаких дырочек. И провязали первую петельку. Теперь смотрим, где у нас там вторая петелька. И по телу вторая петелька. И провязали. Теперь у нас третья петелька. Провязали. И четвертая петелька. Так вот. Вот, смотрите. Вот у нас две ручки. Пальчики смотрят вперед. Так, продолжаем. И у нас остается до маркера 9 столбиков без накида. Вяжем. Так, это мы ручки ввязывали по внутренним петелькам. Сейчас мы в 28 ряду вяжем ручки и пойдем уже по телу и перейдем на наружные петельки. По вот этим петелькам, которые у нас внутри, те, что только что мы провязали, мы уже вязать не будем. Они свою роль сыграли. Вяжем 28 ряд. 10 столбиков без накида по спинке.
и 10. А тут смотрим, где наши петельки. Вот даже можем взять и специально, чтобы не ошибиться, посчитать. У нас должно быть 10 петелек по ручке. Вяжем 10 петелек по ручке. Это у нас петелька присоединительная была, поэтому вяжем вот с этой. Так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Так, и далее у нас идут уже петельки по туловищу. По туловищу мы вяжем с вами 17 столбиков без накида. Вот у нас 16 и 17. Далее вяжем 10 петелек по ручке. Вот когда у нас происходит вот этот вот переход, тут поплотнее, посильнее надо петельку затягивать. Девять и 10. Далее уйдет уже соединительная петля. И у нас остается здесь 9 столбиков без накида по спинке. Вот тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. Вяжем по спинке 9 столбиков без накида. Восемь и 9. Так, вот. Мы уже так обвязали, видите, у нас ручки ввязываются. А теперь у нас пойдут убавочные ряды. Мы будем формировать как бы уже верхнюю половину туловища и закрывать до конца ручки. И у нас 29 ряд будет начинаться, значит, с 9 столбиков без накида. Потом у нас будет вот здесь вот убавочка, вот, ручка тела. Дальше ручка тела. По переду будет у нас столбики без накида. И снова убавка ручка тела. По ручке ручка тела, убавочка. И окончательно до маркера. Значит, смотрите, вяжем 29 ряд. У нас 9 столбиков без накида. Девять. Теперь смотрите, у нас получается, мы будем делать убавку. У нас получается, одна петелька пойдет от тела, а вторая петелька пойдет от ручки. Вяжем убавочку здесь. И далее у нас 8 столбиков по руке вяжем.
8. И теперь делаем здесь убавку. Сделали убавку. Далее вяжем 15 столбиков. Дошли мы до ручки здесь и тоже делаем убавочку. Сделали убавку. И по ручке вяжем 8 столбиков без накида. Семь, 8. И точно так же делаем убавку. Вот. Захватить. И далее у нас 8 столбиков. И 8. Вот. Это мы уже, смотрите, так вот у нас уже ввязываются ручки. С вами провязали 29 ряд. Теперь смотрите, что мы делаем. Следующий ряд, 30 ряд, тут ничего такого сложного нет. Единственное, что мы сделаем убавочки четко по ручкам. Вот даже можно, вот мы со спины вяжем, вот смотрим, где у нас ручка, и вот мы средние, да, средние вот петельки по ручке отметим и сделаем здесь по одной убавочке. И тут посмотрим, где у нас тут по ручке средние 2 петельки. Вот. Вот так. Вот эти вот сюда пойдем и сделаем убавку. Вяжем до нашего маркера, до ручки. Все, маркер убираем и делаем обычную убавочку. Далее вяжем столбики без накида до следующей ручки. Вот мы дошли до маркера. Вытаскиваем наш маркер и делаем точно такую же убавочку на другой ручке по центру. И довязываем наши столбики без накида до нашего маркера счета рядов. Так, это мы с вами провязали 30 ряд. У нас уже ввязаны руки. Сделали мы все необходимые убавки, которые касались именно образования вот этого вот регланчика у нас здесь. И сейчас у нас далее начинаются обычные убавки по кругу блоками, как мы уже умеем делать. Значит, смотрите, 31 ряд у нас идет
убавки блоками по кругу. 4 столбика без накида, убавка. Значит, смотрите, как делается. Мы сначала вяжем 4 столбика без накида. Раз, два, три, 4 столбика. И следующие 2 петельки у нас идет убавка за передние полупетли. Сделали убавку. Это мы сделали первый убавочный блок. Ну и следующий убавочный блок, соответственно, начинается с 4 столбиков без накида и точно такая же убавка. Давайте вяжем самостоятельно. Делаем все эти блоки. Сделали мы, это мы с вами провязали уже 31 ряд. Вот, и мы делаем следующий убавочный ряд, 32. Здесь тоже блоки. 3 столбика без накида, убавка. То есть это делается точно так же. Вот мы начинаем с 3 столбиков без накида. Раз, два. Вот. Три. И убавочка. Далее точно так же делаем, повторяем вот эти вот блоки. И возвращаемся к нашему маркеру. Делаем самостоятельно. И последняя убавка в этом ряду. Получается, смотрите, как выглядит куколка. У нас приближается. Вот мы вывязываем расстояние к шее. Так, это у нас 32 ряда. 33 ряд такой же убавочный. Теперь у нас блоки уменьшаются. У нас теперь 2 столбика без накида, убавка. То есть вот так вот. Раз, два. И сразу убавка. Ну и так далее по кругу. Давайте продолжаем самостоятельно. Вот, мы провязали 33 ряда. Я поднаполнила, видите, туловище куколки. Сейчас вяжем 34 ряд. Нет, давайте сначала смотрите. Я в этих куколках делаю каркас для головы. Так как голова поворотная, то мы здесь вывяжем шею удлиненную. И голова будет одеваться на вот эту вот шею. Для того, чтобы голова никуда не падала, никуда не опрокидывалась и плотно держалась, я делаю каркас. Значит, из чего я делаю этот каркас и как я его делаю? У меня вот такая вот проволока есть. Вот смотрите. Я ее беру, вот я до вот такого, смотрите, состояния где-то вот так эту проволоку мы будем вставлять. Видите, да? И вот я четко не отмеряю, потому что не знаю точно сколько. Но вот чтобы хватило с запасом, да, вот так вот я отрезаю. Сейчас я скажу, сколько это будет примерно у нас сантиметров. Так, вот я отрезала. Сейчас мы померяем, сколько это у меня получилось, да. Это у меня получилось, ну, смотрите, примерно 16 сантиметров. А там уже, когда будем довязывать, вывязывать шею, мы уже будем смотреть. Может быть, нам придется укоротить. И я вот этот вот конец, который мы сейчас будем туда, такая вот у меня малярная лента. Можно брать, я думаю, и изоленту девочки берут. У меня есть эта лента, я беру эту ленту.
Вот. Вот, чтобы она у нас там ничего не продырявила. Вот. Чтобы кончик был вот такой вот тупой. И смотрите, я беру обычную палочку для суши и вот так вот по центру, вот так вот делаю вот проход, видите, чтобы можно было вставить нам эту палочку, чтобы она не застряла в синтепоне. Все, вот, она у нас уже на месте. Так, здесь я пока не закрепляю, ничего не делаю, потому что, может быть, я ее, может, укорочу. А вы уже тогда будете больше ориентироваться, какой длины брать проволоку. Вот. Так, значит, смотрите. 34 ряд у нас идут убавки. Сплошные убавки. То есть это уже у нас идет полное сужение к шее. Значит, идет столбик без накида и убавка. Смотрите, сразу вот делается столбик без накида. И за ним сразу делается убавка. Вот. Столбик без накида. И сразу за ним делается убавка. Плотненько так вот делаем. Делаем самостоятельно по кругу. Вот, смотрите, у нас связано 34 ряда. Мы подошли к вывязыванию шеи. Здесь у нас сейчас по кругу 16 столбиков без накида. Основу мы уже, арматуру, как говорится, нашу мы уже сюда поместили. И сейчас давайте провяжем самостоятельно 10 рядов. 10 рядов провяжем, посмотрим, как у нас получается. И дальше уже будем знать, что делать. Так, вяжем давайте самостоятельно 10 рядов по 16 столбиков без накида. Вяжем 10 рядов. Вяжем аккуратненько, чтобы ничего не пропустить. И по мере вывязывания шеи вы наполняете ее плотненько холофайбером, чтобы шея была плотная, упругая, без каких-либо пустот. Смотрите, формируйте, чтобы у нас уже было плотно и хорошо, чтобы было на что посадить голову, и чтобы она держалась. И обязательно проконтролируйте, чтобы у вас было 16 петелек, не более, потому что если вы здесь ошибетесь и у вас шея получится толще, то мы просто не сможем надеть на нее нашу голову, потому что здесь все рассчитано, отверстие и шея, чтобы были правильно связаны. Вяжем самостоятельно далее. Вот, смотрите, провязано 10 рядов шеи. Я хорошо ее наполнила холофайбером, наполнителем, там, смотря что у вас есть. Теперь мы видим, нам осталось всего лишь 2 рядочка провязать. Это 8 убавок и 4 убавки. И закрывается по кругу. Поэтому уже видно, что сейчас нужно нам укоротить вот эту вот штучку. Сейчас я ее отрежу. Вот. Я ее отрезала. И сейчас закрою вот этой вот лентой. Я вот так просто делаю. Закрываю. Так вот. Прячу внутрь. Вот так вот у меня она уйдет туда. И сейчас
давайте провяжем еще 8 убавок. Надо провязать следующий ряд. Это у нас уже 35 ряд. Вяжем подряд 8 убавок. Значит, сразу начинаем с убавки. И вот 8. Вот смотрите, мы сделали 8 убавок. И сейчас нам надо, вот смотрите, чтобы потом, как говорится, уже ж дальше мы не сможем что-либо делать. И теперь вот тут вот подзаполнить можно аккуратненько нашу шею, чтобы не осталось никаких у нас тут просветов. Мы вот так вот аккуратненько все донаполняем здесь перед окончательным закрытием, чтобы все было плотно. Все. И можно уже маркер наш вытащить. И делаем просто 4 убавки. Все. Так, вот, смотрите, сейчас я берем белую ниточку, и я сейчас покажу, как мы обвяжем край наших трусиков. Так, берем тело нашей куколки, вот так вот, ножками от себя. И вот здесь вот у нас была петелька, мы сюда подсоединяемся. Так. Вот. И вяжем по кругу. За все вот эти вот, видите, здесь у нас остались полупетельки. И мы за все вот эти полупетельки сейчас будем обвязывать наши штаники просто соединительными петлями. Так, просто каждую берем, подхватываем и соединительно. Отхватили. Вот смотрите, как у нас получается такой рубчик. Давайте делаем самостоятельно по кругу. Ну, смотрите, я вот сделала край наших штаников. Вот они такие получились. Видите, видно, как объемный такой край. Вот, вот такая вот у нас получается основа для куколки. Мы уже с вами связали. Вот, на этом мастер-класс подошел к концу. Я желаю вам всем здоровья и удачи.
Подписывайтесь. Жду вас на продолжении мастер-классов по вязанию этой куколки. Всего вам хорошего и пока-пока.